Привет, друзья! Это мое новое видео. Его я продолжаю записывать из города Крымск, где нахожусь со своими друзьями, со своим фитнес-тренером Николаем Коренчук, где пролетели 2 недели моей плодотворной, хорошей, сильной работы. Благодаря этому мое настроение, мои физические кондиции, вообще, в общем, мое состояние поменялось кардинально в лучшую сторону, чему я несказанно рада и за что я благодарю Николая, за что я благодарю своих друзей, потому что одной мне было очень тяжело. И насчет этой темы я и хотела бы поговорить в этом видео. Период восстановления очень долгий, период восстановления утомительный, каждодневная рутинная работа, она изматывает, и в какой-то момент настроение падает. Это случилось со мной. Я попросила помощи, я попросила индивидуальной работы, для этого я здесь и нахожусь, потому что мне была нужна поддержка, мне нужен был стимул и контроль. Одной мне было уже справляться трудно. И мое настроение, естественно, пошло вниз, несмотря на то, что цель у меня стоит большая, цель стоит глобальная, восстановиться, вернуться на площадку, вернуться не просто в качестве игрока, а вернуться в качестве лидера, в качестве игрока высокого уровня, и для меня это очень важно. Но несмотря на это, ежедневная работа и период изматывающий, он забирает очень много сил, и, конечно же, настроение падает. Я хочу сказать всем тем, кто столкнулся с такой проблемой, и неважно, какой профессией вы занимаетесь, это может быть электрик, строитель, музыкант, учитель. У каждого, наверное, случается в жизни момент выгорания, когда трудно, когда наше вдохновение, мотивация падает, и нужно что-то, что поможет перезагрузиться. Вот это что-то я получила в Крымске. Благодаря совместной работе мы поняли, что нужно сделать паузу, что нужно не торопить события, а довериться себе, своему телу и вообще этому процессу. Если говорить более подробнее, то важен баланс. Баланс между работой и отдыхом. То, чего мы часто себя лишаем. С моим характером очень трудно расслабиться и отдыхать. Я всегда иду вперед, всегда мне что-то надо. И вот это «надо» порой очень давит на меня. Моя собственная самодисциплина дала мне очень многое в жизни. Благодаря самодисциплине я являюсь тем, кто я есть. Но отдыхать, уметь расслабляться – это большая-большая и важная вещь, которая должна быть у каждого человека. Момент переключения. Поработать и отдохнуть. Вот этого я себя лишила, и я думаю, что это является главной причиной, почему мое настроение, мои желания опустились вниз. Здесь, в Крымске, я перевернула свое сознание благодаря ребятам, благодаря тому, что у меня есть новый город, новые события, новые люди. Наши совместные выходные, когда мы выезжали за город, где я жила обычной жизнью человека, который находится в отпуске, но который не забывает, что у него идет важный процесс реабилитации. У нас был тренировочный цикл 3-1. 3 дня мы нагружались, день отдыхали, и в таком ритме мое колено совершенно по-другому начало себя ощущать и чувствовать. Я перестала сильно давить на себя, на свой организм, и сразу же пошел взлет. И это очень важно, потому что часто мы слышим «надо», «должна», 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 плюс, опять же, повторюсь, личные качества, лидерские, которые ведут тебя вперед, гонят постоянно. Это не всегда хорошо. И мне нравится, что сейчас я нахожусь в спокойном, размеренном, уверенном состоянии, плюс большой рывок вперед. Я начала прыгать, начала перемещаться. Прошли те дискомфортные ощущения, которые были у меня до этого. Плюс подключился Георгий Биваларский. Его вы могли видеть в моих предыдущих видео.
А сейчас Георгий работает со сборной Турции и находится на большом турнире ВНЛ. Естественно, чисто физически я не могу быть под его контролем, но благодаря телефону, видеосвязи он может контролировать, также подсказывать какие-то нюансы в механике, как он видит эту ситуацию. И вместе, в команде, Николай, Георгий дают мне большой-большой результат, поддержку и, как видим, большой прогресс. Вообще действовать из состояния страха и сомнений, что ты что-то не успеешь, что ты позади, тебе нужно больше работать, я считаю, что это неправильно. Я не видела ни одного большого результата без вдохновения, без этого специального чувства, которое наполняет тебя, которое ведет вперед. У каждого на свое и проявляется по-разному, но, мне кажется, большие глобальные вещи, значимые вещи делаются именно в состоянии творчества. И неважно, играешь ли ты в волейбол или восстанавливаешься сейчас, все должно быть в таком легком, смиренном, где-то в драйвовом состоянии. Оно меняется в зависимости от ситуации, в зависимости от места, где ты находишься, но это должно быть в удовольствии. Когда это удовольствие уходит, становится трудно. И я очень не хочу, чтобы у вас так было. Следите за собой, думайте о себе, берегите себя, переключайтесь. Ищите что-то важное в жизни, помимо вашей основной работы. Пусть будет у вас миллион хобби, которые могут вас также вдохновить, также перезагрузить. И возвращайтесь к своему любимому делу уже совершенно другой, ясной, чистой головой, отдохнувшей. Тогда совершенно другое качество, тогда меняется все вокруг. И это здорово. Я рада, что мне это удалось, я рада, что я смогла сказать о том, что мне нужна помощь. И я рада, что у меня такие друзья вокруг, такие большие профессионалы, на которых я всегда могу положиться, и даже в такой трудный период я под четким профессиональным контролем. Ну что, пришло время показывать, чему я научилась за эти 2 недели, какой рывок вперед я сделала. Спасибо, что меня смотрите, и спасибо, что смогу с вами поделиться. Поехали! У нас утро, мы с Николаем выезжаем на тренировку. Буду показывать вам класс, все, чему научилась. Коля сейчас расскажет, молодец ли я или не молодец. Очень большая молодец. Точно? Я очень доволен. Отлично. Сейчас потом в комментариях почитаем. Куда? Не в ресторан? Ресторан, вагон-ресторан пойдешь вечером. Вечером я уезжаю на поезде, он Коля мне говорит, вагон-ресторан пойдешь. Сейчас делаем жим на наклонной скамье, потом мяч бросаем и выпад назад, тяга к поясу. Ну ладно.
Видишь, какой я быстрый. На фитболе ягодичный мостик двумя ногами подтягиваем пятки к ягодицам, одну ногу убираем и в эксцентрике на 5 секунд вниз выпрямляем ногу, и второе упражнение Татьяна вам покажет. Меняй ногу. Хорош. Коля, это нечестно. Коль, ты готов к моим вопросам? Ну присаживайся, что? Куда? Давайте буду снимать. Опа. Ты уже пишешь? Да. Надо на свежую мысль, на свежую голову, чтобы раз. Я хотела тебя, Коль, спросить, исходя из собственного опыта, я очередной раз сталкиваюсь с тем, что нужно держать баланс в нагрузке, в отдыхе. И на личном примере, опять же, сейчас в работе с тобой я поняла, что много не всегда правильно, не всегда это приводит к результату. Но зачастую это неправильно, потому что важно соблюдать баланс работы и отдыха. Мы с тобой начали очень резво, немножко поменяли потом вектор нашего движения, и ты сама почувствовала этот прогресс. И восстановление, оно всегда важно для спортсмена, потому что можно получить эффект перетренированности, может быть ментальная усталость, потому что все равно в тренажерном зале очень большая нагрузка на центральную нервную систему. И поэтому очень важно как бы вот найти этот баланс в работе и отдыхе. Сейчас у нас времени с тобой еще достаточно. К началу чемпионата мы выйдем в топ-форму. Yes. Мне важно было услышать Колина мнение, важно им поделиться, потому что когда я говорю в качестве игрока, и когда говорит тренер, который работает ежедневно с командой, который имеет большой опыт, видит, как прогрессирует игрок, как падает его активность. А какие еще можешь посоветовать, не знаю, движения, действия в качестве расслабления и восстановления? Что самое важное, на твой взгляд? В первую очередь это питание и сон. Это самое важное. То есть вы не должны поздно ложиться спать, рано вставать. Вы должны соблюдать режим питания. Потому что это как бензин для нашего тела. Да? Вот мы покушали, у нас есть энергия, мы должны восстановить запас энергии, который мы потратили за день, а это восстанавливается только сном. Ну и какие-то манипуляции с мышцами там, в виде массажа, в виде там, процедур компрессий, да, вот компрессионные штаны, рукава, там, не знаю, сауны, криосауны. Это уже как бы все индивидуально подбирается. От себя хочется добавить, что качество питания очень тоже важно. Коля сказал про питание, про то, что вы, кстати, кладете в себя. Должно соответствовать. И есть замечательная поговорка: мы есть то, что мы едим. Поэтому это очень важно. Абсолютно верно. Мы не мусорное ведро, и поэтому все подряд в себя закидывать не стоит. А еще хочу сказать, что Коля привел пример расслабления физического плана, то есть как расслабить свое тело. А мне хочется сказать, переключайтесь ментально, переключайтесь, вдохновляйтесь, ищите для себя новые хобби, находите новые интересы, чтобы не только одним делом жить, фокусироваться. Как бы вы его ни любили, в какой-то момент оно надоедает, в какой-то момент это превращается в рутину. 100%. И когда вы разносторонний человек, когда вы
знаете, что вы хотите, наблюдаете, учитесь, то ваша жизнь наполняется чем-то новым, интересным. И есть тот самый важный баланс. Будьте здоровы. Всем пока. Мое время у ребят дома закончилось. Пролетели 2 недели. 2 недели классной работы, классного общения, дружеской обстановки, за что я им очень-очень сильно благодарна. Вещи уже загружены в машину. Жду всех, едем на вокзал. В Москву я возвращаюсь домой на поезде, потому что дорога в Крымск заняла у меня очень много времени. Нужно было лететь на самолете до Сочи, от Сочи до Краснодара на поезде. Дальше меня встречали ребята на машине. Если честно, дорога была просто невероятно утомительной. И поэтому было принято решение ехать на поезде 1,5 суток, но зато в комфорте, спокойно, будет время подумать, заняться тем, на что обычно не хватает времени. Так что выезжаем на вокзал. Жалко, но с большой благодарностью прощаюсь с очередным новым местом. Вы уезжаете, ребят? Ключи давай, спасибо. У меня машины нет теперь. Пока-пока. Пока, ребят, вам сигналит уже поезд. Какие хорошие у меня друзья. Вот в этом я полный счастливчик по жизни. Меня окружают потрясающие люди. Нас выгнали из главного входа, сказали, снимать нельзя, но мы все равно с вами попрощаемся. Спасибо большое, что смотрите, спасибо, что оставляете комментарии, что следите за мной. Я рада была познакомить вас со своими друзьями и показать очередной этап своего восстановления. Всем большой привет из Крымска. Занимайтесь волейболом, будьте здоровы, счастливы и увидимся где-то еще. Пока-пока!